3000 такая ручка, бронза и стекло царских времен. Очень красивая вещица, конечно. Сколько такая стоит? Не знаете? Что, я так и не определился, что-то я не знаю, что мне делать, какую мне подставку взять. Вот эту под картины, которая и под что она. Ну вот у Марека подносы стоят на такой подставочке. И под большие вот такие тарелки. Какую из трех мне выбрать, я не знаю. Мне очень понравились то, что они разрисованы. Думаю, что же мне делать-то? Что же мне приобрести-то? Здесь тоже, посмотрите, сколько роскоши. Это пояса, ремни. Посеребренные, похоже. 3 варианта. Широкий, тоньше, еще тоньше. Нежненький. 600 рублей. Церковная утварь. Медная, что ли, она? Красивая вещица. 15 000 ладья. На такой шикарной ножке. Но, в принципе, для такой вещицы цена неплохая. И здесь такой светильник. Большой, высокий. А светильник? 50 000. Но он, видите, на мраморной подставочке. Платьечко интересное. Накидка у него, балерушка. И, как это, не знаю. Это же типа гофре. Выработка такая. Интересная. Не знаю, наверное, пышная внизу. Предполагаю. Прикольная штучка. А вот смотрите, какая вещица интересная. Девушка или молодой человек, непонятно. 500. А чье это? Не разобрались? Изящная вещь. 500 рублей. Прикольная. Там что-то написано в тесте. А что, непонятно. Здесь тоже, видите, разные варианты. И есть вот такой с петушками. Необычный. Мне она так понравилась. Кружавчики, скатерки. Полотенчики висят. Вот какие-то нежные, тонкие. Не, вообще интересно. Много всего интересного сегодня. Глаза разбегаются. Прям не знаешь, куда и взглянуть. Это старые гвозди. Проржавевшие уже. Дождь успокоился. Но уже 3 часа доходит. Так что они сейчас уже начнут все собираться. А я еще не определился. Еще не все прошел и не определился, что же мне взять. Какую эту. Сделано в СССР, снежок. Любые предметы, начиная от бижутерии, украшений, парфюмерия. Хозяйственное мыло. 1000 рублей скатерть. Из квадратов. С вышивкой. И кружев. Говорят, что музыкальная шкатулка. Ну, и может быть и чернильница, не знаю, китайская какая-то. Вот тут что-то лежало тоже. И здесь открывается. Наверное, вот здесь чернила были с намокать. Ну, что-то она не хочет. А вообще играла. Угу. Вот, то есть вот заводит, играла, вот отвечаю, что она играла. Ты меня, я тебя ждем. Ну, это старая. Так, видно, конечно. Вышивка вставлена в раму. А здесь акварель, я так понимаю. Пингвинчики.
Ой, какая девушка сидит здесь на арфе играет. Я сначала думал, у нас сами другие. Так, ну что, я двигаюсь к даме, у которой рамки. Все-таки надо что-то выбрать. Какую-то. А то потом я уйду из этих краев. Так, пойду выбирать. Что-то прям пройти не пройдешь. Все, лужи везде. Трубка курительная. А сколько она стоит, не знаете? 1000 рублей. 1000 рублей. И бюст здесь понравился, но он 150, бронза, и там гравировка сзади есть, имя. Красиво, действительно. Старая бронза. Я сейчас поправил, что это не пресс-папье, как я назвал, а пресс-бювар, который я купил, только у меня без вот этой штуки, без прокладочки надо будет поставить. Но очень красивый. Пальто так и лежит здесь, это еще. А помните, я вам в Питере показывал такую штуку, это трость-стульчик, который раз так и раскрывается, и получается, образуется стульчак, на который можно присесть. Масса ступок различных. Из латуни, из бронзы. А сегодня, кстати, часто они встречались, ступки мне. Сестра у меня просит приобрести ей кофемолку и ступочку. Скоро приезжает в гости. Ну, если что, с ней сюда и сходим. Здесь картинная галерея. Вот это, кстати, красивая, правда? Настроенческая и большая. Для больших комнат. Так, ну, я уже не через людей иду, а через галерею, чтобы... Потому что они уже собираются, мне надо все-таки выбрать, какую мне взять-то штучку. Вот вас нету рядом здесь, поэтому мне помогают те, кто на связи со мной. Советуют. Тепло сегодня, хорошо, уютно гулять. Пресс-бювар. Сколько же было названий, которых мы не слышали и не знаем, да? Так, вон она, кстати, тоже собирается уже. У нее есть и прозрачная вот такая, не прозрачная, а без разрисовки, а те с прорисовочкой. Я их поставил 3 вместе, и вот какую мне одну выбрать. Ну, большая, она прям роскошественная, уж очень зеркальная, очень объемная, масштабная, а эти 2 поменьше, скромнее. Друзья, как вы думаете, какую я выбрал из них? Предположите. Все, я сейчас буду оплачивать и забирать. Совсем недавно я покупал статуэтку, и там тоже месяц. Это мне сейчас Марок напомнил. Полумесяц такой. Это вам подсказка. Вот эти тоже у нее большие, да, парные. Есть поменьше. Вот мне нравится, что они со штырьками. Внутри штыри есть. Это удобно. Свечу держит. Это говорит о качестве, мне кажется, таком уже более серьезном. И вот эти 2 большие с шишками. А вот эти в какую цену? 18 500 парочка. Ну, на самом деле, на Авито стоят даже вот один такой за 18, а эти пара. И они огромные, большие. Тоже нормальная цена. В принципе. Фарфоровый бюст. Девушка в шляпке. Винтаж тоже. 80-е, может быть, даже 70-е. И есть роспись, надпись. Ну, слабо читается, но при желании, и те, кто знают
Вот эти эмблемки читает хорошо, могут и прочитать. Клейма. Симпатичная вещица на туалетный столик. Платьечко здесь на девочку. Либо это было все-таки кукольное, но на очень большую куклу. Ну, скорее всего, на девочку. Мне тоже такие надо пошить в таком стиле, направлении. Для барышень. Ну, здесь видно, да, что и пошив старенький, и ткани тамошних, давнишних времен. Интересно, за чем они его продают? Не знаю, продавца нет. Основание лампы здесь вот это красивое тоже, да? Так, а где же он, продавец? Куда-то ушел. Цену не спросишь. У Аси тоже есть новинки. Ну, как всегда, впрочем. Посмотрите, какое роскошество. Вместе с чашей. И он не глянцевый, он матовый. И такой гладенький-гладенький, ровненький весь. Все целенькое, все абсолютно ни одной щербиночки. Ну, крышку хочется снять, но не буду, потому что цветки, они все-таки хрупкие. Помните, да, мне очень нравится эта тарелка, и у нее появилась еще одна, вон она там спрятана в глубине. Еще одна подобная. Только это такая черненная или красненная даже. Та более золотая. Вижу у нее спичечницу. Просто я-то пришел к ней уже позже. Она говорит, я все новое продала. Кто ищет спичечницу? Очень красивая. С виноградной лозой. Так, вот такой стакан. Для пива, да и для чая, почему нет? Крышкой накрыл, и он не остывает. Дорогой товарищ. Я просто даже не знаю, вот что зрителям о ней сказать. Паровая машина. Что это? Модель паровоза, так скажем. Да. Я не знаю. Шайтан машина какая-то. Вот, Шайтан машина. Ну, это ты хорошо придумал. Ну, это для королей. Прибор приспособления стоит у Вадима, у соседа у Васиного. Но мы сейчас еще что-то посмотрим, что здесь есть из новинок у него. Вот это какая-то красивая шкатулка. Вот, видите? Ну, я, по-моему, и вам как-то снимал уже. Откололась, к сожалению. Ой, какая красивая. Кружечка одна, без пары. Ну, красавица. По-моему, 2000 стоит. А здесь это что, молочник или кувшинчик с листвой такой? Ну, вот эта вещица стоит здесь, конечно, прекрасная. Я вам ее уже показывал. Вещь, конечно, очень красивая. Хотелось бы такую. Кузнецов. 7000. Ну, пепельница, может быть, визитница в наше время. Ну, как можно пепел сбрасывать на таких девушек красивых? Все-таки пусть это будет визитница, наверное, ключницы, ключи бросать, монеты. Хотя монетами и ключами быстро все затрется рисунок. Тогда только визитница. Шкатулка еще какая-то с лапами. Это дореволюционный. А, да, вспомнил, мы снимали уже это. Подошел, я ему тут рассказываю, что я его видел у другого блогера в Питере, он там развлекался, ходил. У него кашпо стоит, посмотрите, какая красотка. Или красавец. Латунь. Ну, прелестнейшая, конечно. Пока стоит. Приобретайте. Ну, я сегодня уже сделал покупочки, поэтому я, ну, как это сказать, воздержусь. Но она хорошо в твоих руках смотрится.
Да? Ну да, зеленая кофта, патина, все это так сливается, красиво смотрится. А, и еще две девушки, Да, да? еще две девушки. Вот это с инициалами даже сзади, смотри. Ну, тяжелые. Очень тяжелые. Хочешь попробовать? Очень тяжелые, чтобы ты понимал. Да. Ничего себе. Да, это такая работа. Гиря целая. Сколько вот это стоит? Такая 30, такая 45, такая 20. Мне вот это больше всего нравится. Ну это как завершенное получается. Мне вот Все конечности в наличии. Именно в таком как бы формате, как бы мне очень нравится эта работа. Ну и так классно. Да. А эти вообще в паре смотрятся хорошо. Именно вот необычный Эти такой две. формат. Мне очень нравится. Ну да, согласен. Ну кашпо прям прекраснейшая. Мурана? Не Урана, а Мурана. И бульеточка, и часики, все красивое. Видите, выемка прям точно под размер ножки, чтобы он не падал наверняка. Наш любимый столик стоит. Прикрыли его, чтобы он не намокал. Уже и как-то оно это из-за туч, наверное, так сумрачно. Вот они все собираются. Кстати, Артур сейчас сказал, что он переезжает из этого маленького вот в этот большой в будущем. Поэтому будет просторнее, можно будет туда зайти и рассмотреть там все его детали, все моменты. Ну, кашпо тоже нравится. Я сегодня сделал уже 2 покупочки. Хотя он мне скидку делает. Ну, что все хватать? О чем-то надо еще и мечтать. Пусть останется. Это напротив Аси у Гамлета. Прорезной фарфор. Это Чехия? Так, это что, Швеция, что ли, или что это? 2 тарелочки здесь с ангелами. С ангелочками. А, ну и здесь тоже ангелочки. Цену не знаю. Мне понравилось. А, это кулончик. Рыбка. Это все серебро здесь? Да. У Гамлета. Гамлета, покажи вот этих уточек. Мы с вами лебедей таких видели, а вот у них уточки есть. Солонки. Она на подставке стоит отдельно. Хрусталь? Или стекло? Ну, я думаю, серебром. Это 835 серебро. Вот у них 2 штучки есть. А на подсвечник пока никто не соблазнился, да? Очень красивый. Пока стоит. Так, ну, он говорит, рыбку отдам тебе. Забирать рыбку? Отдает. С маркировочкой. Заберем для коллекции. Пляжка у них, вижу, здесь очень красивая. Пляжечка. Сейчас покажу вам ее поближе. И вижу, здесь есть на выбор также у них сахар. Совсем недавно кто-то из королей написал: Ваня, видео у тебя хорошие, что-то такое в них есть, а и песни тоже, что такое слово чепляет. Так вот, чтобы чеплять сахар. А вот тут видишь, старые такие, очень Угу. Ну да, кстати, тоже интересный вариант. Вот эти массивные. Большой выбор цепей здесь. Все серебро. Крестики есть. Комплект такой, видите, из 3. Вот тоже красивый. И вот такие 3 ложки. А для чего же они такие большие? Проба. Печать. А такие для чего?
Франция. 950 проба. А для чего они такие большие? Тут для подачи, я думаю, вот, салатов и... Мгм. Для нагребания. Всё, таким можно, я думаю... Салаты нагребать. Уже, видите, стемнело. Ну как, потому что тучки и как-то сумрачно получается. Но ничего, я видео немножко высветлю. Серебро все. Здесь тоже колечки. Портсигар. Угу, пробы стоят внутри. Такой чисто мужской. Элегантный. А вот часики уж еще нашел у них с медальоном. Ух ты ж, какие-то. Какие-то непростые, посеребренные. Те как раз часики, да, под которым я сегодня тоже вам показывал, подчасник. Туда вставляются как раз такие часики. Гамли, там можешь открыть? Это корпус 84 пробы. Ну часов нету, да? Нет, это только корпус. У нас проба 84. Понял. Красиво. Ну это не проблема, наверное, к часовщику можно пойти, он ставить, конечно. Любой там механизм, даже какой нравится, я думаю, потому что они сами по себе такие оригинальные. А у Вадима вот эти предметы еще мне понравились. Кувшинчик есть такой. Сухоцветы красиво в него поставить. И в этой же стилистике есть кашпо. Так, куда кувшинчик поставить? Вот сюда мы его поставим. Вот кашпо, видите, тоже медное. Оно попроще, конечно же. Сюда, допустим, можно мыло сложить. Вот кто в запас покупает. Ой, это что такое за штучка? Из рога. Да, мыло сложить про запас, там зубные пасты, щетки, вот кто, у кого семьи большие, красиво поставить. Ну вот кувшинчик понравился. Хороший. Тут еще что-то есть у него. Вот эти предметы. Но это, наверное, вместе идет. Блюдо и чаша вот это. Медальон. Медальон Пушкин подвесной. Раньше же было модно в одном, допустим, уголку на одной стеночке небольшой повесить много вот таких медальонов разных размеров и прямоугольные, квадратные, маленьких этих кого фотографий, рамочек. Это я у Вадима тут вашу присматриваю, что тут у него еще есть. Пока он в туалет пошел, я присматриваю, так скажем. Вот это он говорит, у него новинки. Сейчас подойдет человек. Не знаю. Пока его нет. Они с чашечками. Вот. Сейчас достану. Оп. Видите, водичка налилась. Комплект из 6 штук. Чашечки все есть. Тарелка, конечно, красотка. Шикарнейшая тарелка. Здесь такой прогал красивый. Все, они... Вот тут обычно люди всегда стоят, да, вы видели у меня. Сегодня их было и меньше, и уже собрались все. Вот сюда вам поверну, покажу. И вот этот прогал здесь так красиво. Вживую это еще интереснее, конечно. Ну, в общем, Мася немножко помог хотя бы собраться. И уже бегу домой, но. Хочу сейчас зайти в гостиницу, и чтобы все-таки вам выложить хотя бы короткое видео. Я, наверное, прям в гостинице. Здесь
мимо которой иду. Там комфортно, удобно, там есть кресла, диванчики. Сяду и смонтирую хотя бы небольшое вам видео, чтобы день не пропускать. Потому что пока еду, оно крутится, вертится, обрабатывается, загружается. Все эти процессы тоже длительные. Я вообще делаю ночью, стараюсь ночью делать эти видео, чтобы они за ночь там прокрутились, провертелись. И утром я только встаю уже там, оформляю видео, картинку, все такое. Ну, тут придется вот таким макаром сделать, чтобы не пропускать день там, чтобы что-то было. Тем более завтра, наверное, я пойду на музей Москвы. И поэтому тоже нужно вот эти две шикарные кофемолки. Это и это. Тоже надо освобождать место на телефоне, чтобы завтра еще заснять. Форма красивая вот у этого. Светильничка верхушки. Здесь тоже еще один стоит долго. Ну, и он начал собираться уже. Видите, какая осень. Ну, тепло, прям тепло, комфортно. Я люблю, когда нету ветра, когда руки не мерзнут. И при этом вот своя прелесть такая в осени, да, в этой листве. Красиво. Там свадьба проходит, кстати. Вон невеста стоит и жених. Там наверху. Белая веранда называется кафе. Так, ну ладно. Я тут и дела поделал заодно. Долг тоже отдал. Платежом красим долг. Купочки сделаем. А вот это что за штука? Приобрели что-нибудь? Да. Это рубанок, да? А, рубанок такой. Это ручки, да, за которые вот держаться, да? Да. Чтобы рубанить. Эти бороздки делают. В дереве тоненькие бороздки. Ложбиночки. Так, ну все, видите, они подъезжают, грузятся и уезжают. Ну все, до новых встреч, целую, обнимаю. Обязательно подписывайтесь, обязательно проверьте колокольчики, для того, чтобы у вас приходили новые серии оповещения. Жмите на колокольчик, это кроме подписки нужно сделать. И жду вас на Яндексе. Кстати, на Яндексе очень выросли просмотры. На Яндекс.Дзене он также называется Иван Рыбников канал. И просмотры, и подписки начали расти. Значит, все-таки я полезен, интересен. Ура! Маленькая, но победа. Знаете, в жизни все складывается из маленьких побед. Так, вот она, гостиница. Я сейчас зайду туда, положу все свои вещички и сделаю для вас коротенькое видео. Пока, мои хорошие, пока. А уже свечерело, совсем темно. Я пока пообщался, пока смонтировал видео, загрузилось, везде все обрабатывается. Был там в отеле. И вот уже, пока вышел, уже совсем темно. Добираюсь до дома. Дома тоже дела ждут. Да и отдохнуть не мешало бы. А завтра, наверное, да, поеду на парк культуры записать видео. И уже там неделю можно работать спокойно. Другие дела делать. На целую неделю вперед у меня будут видео для вас различные. С блошинок. Немного вам вечернего Измайлова. Гамма прямо перед вами, слева бета и со мной дельта. Альфа, какая дельта. А здесь концертный зал. Совсем недавно кто-то у меня на канале спросил: Иван, вы не знаете, почему вешали зеркала и картины, портреты, да, под 45 градусов на угол раньше? Но и сейчас некоторые вешают.
спросил у Марка тоже. И он говорит, ну, прислал мне информацию, чтобы я почитал. Потому что, ну, замки, что там было, у кого что, дворцы или что, во-первых, были высокие, и когда вешали высоко для того, чтобы... И потому, что зеркала были очень дорогими, и чтобы не разбить, не каждый мог себе позволить, вешали выше. А картины для того, чтобы преломлений не было, вешали выше. И чтобы себя видно было вообще в зеркало, то их, естественно, делали наклон. Да и как раз при наклоне видно с ног до головы, как говорится. Во весь рост человека, когда под наклоном зеркала. А на картинах не было преломлений. Вот такая история.